у меня просто есть много чего вам сказать, и для меня это повод действовать. Очень сложно возвращаться к варианту, к теме поджога, вспоминать, как я потерял все то, что делал и строил 15 лет. Но благодаря вот этому поводу, то, что я вам рассказываю, я написал заявление в прокуратуру Горячего Ключа о разливе фекалий по всей территории вокруг завода минеральных вод «Айсберг», где было затоплено минимум 300 километров квадратных фекалиями. Представляете площадь? 300 квадратных километров было затоплено фекалиями многие годы. И начали приходить ответы. И это все благодаря вам. Поэтому, если вы хотите, чтобы я довел до ума ту правозащитную, ту экологическую деятельность, которую я вел еще в Краснодаре, в Горячем Ключе с 2017 года и раньше на самом деле, обязательно подпишитесь. Очень мало подписок, к сожалению. Смотрите, но не подписывайтесь. Надо обязательно подписаться. Надо написать комментарий, напишите длинный комментарий, который имеет значение в плане вашей обратной связи. Что вам нужно, какие еще темы осветить, потому что, иногда бывает, даже часто, чуть ли не каждую ночь, засыпаю, думаю, вот надо об этом рассказать, надо об этом рассказать, надо об этом рассказать. Утром просыпаюсь, рутина ежедневная. Денег я с этого проекта не зарабатываю, хотя вы можете стать моими платными подписчиками на Патреоне и на Бусти. И поэтому приходится зарабатывать деньги по-другому, а вам я это рассказываю просто потому, что считаю, что обязан, раз у меня это знание есть. Рассказывать вам, оно вам поможет, этот мой опыт. Поэтому напишите комментарии о том, какие еще темы нужно осветить. Например, я думаю, что вам обязательно надо посмотреть видео, первое видео, которое я снял 1 декабря, как я строил дом. Смотрите до конца, потому что пока я рассказываю, я примерно представляю, о чем я буду говорить, но это все без сценария, я не зачитываю по бумажке, у меня нет команды, я это все делаю один, от съемок и заканчивая монтажом и публикацией. Поэтому я, когда рассказываю видео, это, кстати, требует очень большого времени все вместе. Я, рассказывая видео, вспоминаю какие-то относящиеся к теме вещи и начинаю вам их рассказывать не в начале, а в конце. Очень важно досматривать до конца, тогда вы какие-то моменты, которые я в начале видео пропустил, забыл, в конце я их вспоминаю и рассказываю вам. Как я строил дом? Я построил его и ввел в эксплуатацию. Смотрите, это тот опыт, которого у большинства из вас, скорее всего, нет. 15 лет я это делал, соответственно, там было все. Второй момент. Поставьте себе уведомления, вот этот колокольчик, чтобы получать все уведомления. Я записываю видео практически каждый день. И я вот вижу, что не все уведомления, у меня есть контрольная группа моих подписчиков, не все уведомления до них доходят. То есть нужно поставить колокольчик, чтобы получать все уведомления. Ставьте лайки. Я понимаю, какие темы вас лучше трогают, и на какие вы лучше обращать внимание по количеству лайков. Или дизлайков, если вам совсем не нравится. Только давайте вот конструктивно, не за мою внешность, не за то, что как я говорю. Господи, по существу того, что я говорю. А то вы начнете придираться к тому, как я одет или какое освещение у меня в комнате. А хотя на самом деле, даже чтобы записывать эти все видео, мне пришлось потратить около 1000 евро только на оборудование. И
С другой стороны скажу, что за 3 месяца, которые я занимаюсь развитием школы юридической самозащиты «Адвокат Фри», количество подписчиков на канале Андрея Панюшкина, журналиста в Испании, выросло почти в 2 раза. Чуть-чуть осталось вам поучаствовать, отослать это своим знакомым, друзьям, незнакомым людям можете отсылать, расшаривайте в своих социальных сетях. И я надеюсь, что к Новому году попаду в фокус внимания Роскомнадзора, у меня будет 10 тысяч подписчиков или больше. И, ну нет, я не обращаю внимания на Роскомнадзор, я нахожусь в другой стране, в другой юрисдикции и могу свободно говорить. Я, кстати, достаточно критически рассказываю о том, как живу в Испании, поэтому и здесь у меня есть степени свободы. В любом случае вам спасибо. Еще раз, благодаря вашему участию, вашей активности этому поводу, я думаю, что сейчас в администрации «Горячего ключа» зашевелились. Я уже получил сообщение о том, что директора водоканала привлекли за аварийный выброс фекалий к административной ответственности. Но я, конечно, не согласен с такой формулировкой. Нет никакого аварийного выброса фекалий, который бы продолжался, только то, что задокументировано с конца января 2022 года по сентябрь месяц. Вот на этом периоде это не аварийный сброс в 2 местах. Это целенаправленная деятельность. Я с этой формулировкой администрации «Горячего ключа» не согласен. Я не согласен с тем, что полиция не хочет возбуждать уголовное дело. И я, естественно, пишу заявление о том, чтобы возбуждали уголовные дела, привлекали к ответственности. Потому что масштаб нанесенного ущерба, даже если считать, что вот ничего до января 2022 года не было, хотя это не так. Конечно, были разливы, депутат Плешакова о них знала, она мне прислала видео 2021 года, где было видно, что фекалии текут в том же месте, где и мне подсказали соседи. Все это было много дольше, но даже если учитывать только вот 9 месяцев 2022 года, вполне можно говорить о том, что был нанесен ущерб природе Кубани, который тянет на уголовное дело. Это и река Псикупс, которая все это сливала, и поля вокруг. Честно говоря, не представляю, как могут спокойно писать чиновники администрации «Горячего ключа» про аварийный сброс. Но это, видимо, они сами себя же не накажут. Но я буду добиваться. Благодаря вам. Поэтому больше активности. Пишите комментарии. Пишите о том, где, если вы вдруг смотрите из Краснодарского края, напишите, где еще. Я, конечно, видел видео, как в Кубани на Затоне сбрасывается огромное количество фекалий из ливневки. Но в отличие от этого случая в Краснодаре, в моем случае очень легко установить виновного. Потому что выброс вот этих фекалий происходил из канализационных коллекторов водоканала в непосредственной близости рядом с насосными станциями водоканала. И сотрудники этих организаций водоканала не могли не знать и обязаны были знать, как работает их инфраструктура. То есть, если в Краснодаре, я полагаю, комментарии от правоохранителей приходят такие, что кто-то сливает вот в таком объеме фекалии в ливневке, то в моем случае, кто сливает?
ясно и понятно. Водоканал горячего ключа. Это их зона ответственности, это их обязанность, это в их непосредственной близости. И нельзя, в принципе, говорить об аварийности этого сброса. Это было запланированное действие. Да, возможно, он начался в одном месте как авария, но потом-то они не могли не замечать. И если мы говорим об аварийном сбросе, то когда я им сообщил, и 1 марта, и до 4 марта они получили от меня письменно уже информацию о том, что происходит сброс. Если речь идет об аварии, то это должно было устранено быть в течение пару недель, а не так, как они делали это 9 месяцев. И то не факт, что устранили до конца. Мне говорят, что теперь фекалии льются просто в другом месте. К сожалению, дистанционно сложно собрать эти данные. Правда ли льется? Вот такая вот ситуация. Все благодаря вам. Вторая маленькая победа, но победа. Я получил пару минут 30 назад письмо из прокуратуры горячего ключа о том, что уголовное дело по поджогу моего дома в горячем ключе 3 декабря 2022 года сотрудники следственных органов, то есть полиции, приостановили, потому что не могли найти подозреваемых. Приостановили летом 23 года. И в конце ноября 24 года, после моего заявления, которое я написал как часть вот этого правозащитного проекта школы юридической самозащиты «Адвокат Фри», мне сообщили только что о том, что уголовное дело отменено, постановление о приостановке, и оно опять расследуется. Поэтому я призываю всех, кто знает что-то про поджог, сообщать мне. Я донесу до полиции. Ваша анонимность гарантирована.